вид, что их не поняла. Притворюсь, что все в порядке, но снова замкнусь я в себе. Но былую грусть забыла я, чтобы доказать, что я не одна. Ты всегда был со мной. Слабости отбросила тотчас. Пусть хоть превратят в чудовище нас, но вернемся мы домой. Арси? Я так рада. А ты всегда могла так просто включиться и сразу в бой бежать? Ну, конечно, нет. Что за глупости? Просто тебя Skyward чуть не прикончил, и пришлось провести внеплановый запуск. И я только загрузила данные памяти с голограммы и немного энергона влила. Ну и ты своего рода выступил мотиватором, так что, думаю, если бы не ты, то я бы и не... Шучу, глупый. Мне бы и так запускаться пришлось. Помнишь, ведь как Прайм сказал? Арси, пришло время выходить из оффлайна. И ты не представляешь, какой кайф снова встать на ноги после аж 10 лет отдыха. Да. Ладно, Арси, притормози-ка. Тебе еще есть чем разобраться. Вообще-то не тебе одной, а нам. Вместе. Ауч. Больно так-то. Ну вот, видишь, я даже силы в этот удар почти не вложила, а ты вон как отлетел. Мираж, ты ранен, сильно ранен, а еще сильно измотан, и ты сейчас просто не в состоянии сражаться. Так что даже не думай вмешиваться. Это мой бой, и ты в нем не участвуешь. И это не обсуждается. Сиди здесь. Постой, Арси! Ага, а ты и правда умеешь удивлять. Копье самого Оникса Прайма. И где же ты его взяла, дорогая моя? Повзаимствовала его в архиве. Просто берегла для нужного случая. Ты должна быть в курсе о том, что все инструменты 13 праймов — это великие небесные фантазмы. Козырь, уникальный для каждого прайма, чья истинная мощь активируется, если назвать имя этого фантазма. Ты что у нас, историком устроился? Skyward. Мои познания в истории в разы превосходят все то, что мог насобирать ваш Уилджи для своего псевдоархива. Уверена, что сможешь совладать с мощью этого фантазма? Вот сейчас и выясним.
Пора ставить точку. Да-да, как скажешь. Гайер. Волк. Мимо. Вот мы и выяснили, Арси. Пробудить мощь копья ты способна. Вот только меткость у тебя. Эх. Балк! Зачем? Просто решил вернуть тебе должок. Ты не должен был спасать меня. Я говорила тебе не вмешиваться. Почему ты судишь других за те поступки, которые совершаешь сама? Это ты всегда была той, кто прикроет других за собой, когда им грозит опасность. И неважно какая. Ты всегда защищала, помогала, и даже если сама этого уже не помнишь. Так что будь добра сначала наругать себя за то, что вытворяешь, а потом гони на меня сколько влезет. Но почему? Потому что так и было задумано. Мираж. Нет. Нет. Мираж. Мираж! По правде, радостные и счастливые воспоминания не всегда приносят облегчение. Чем приятнее воспоминания, тем тяжелее на душе. Оно может стать тягостью для того, кто уходит, и для того, кто остается. Спасибо тебе за то, что подарил мне жизнь.
потрясно, Уилджи. Благодарю тебя от всей искры. Теперь будто бы и рук не терял. И чего я сразу не догадался бластеры встроенными сделать? Ну так что, сколько нам его еще ждать? Да я бы пошел бы за ним, просто по правде сказать, я стал больше бояться Прайма. Если серьезно, Прайм правда стал пугать меня. После предательства Айренхайда в нем очевидно что-то переклинило. И что-то мне подсказывает, что это совсем не к добру. Буду честен, состояние Оптимуса беспокоит меня не меньше вашего. Но на самом деле больше меня гложет от того, что я теперь чувствую вину за то, что случилось с Праймом. Арси? Арси, господи! И вправду целехонькая. Мы все так скучали. Ты в порядке? Цела? Ходить-то не больно? Шестерня на месте? Оптика работает? Арси, где Мираж? А, точно. Мираж. Он же в сторону ковчега ушел. Неужто он от тебя отстал? Это ведь совсем не в его стиле. Арси? Черт, как я сразу-то не понял. Мегатрон ведь изначально делал ставку именно на нее. Вот оно как. И Элита, и Мегатрон, и даже Кирицугу. Все пытались донести до меня одну и ту же мысль, хоть и каждый по-своему. На войне никого нельзя жалеть. Кажется, Мегатрон говорил так. И я не послушал вовремя никого. И вот к чему все привело. Но сейчас они все дают мне последний шанс понять главное правило войны. Жизнью жить своей, все отдам для любви к тебе я. Так что И если я вновь не усвою ее урок, уберечь тебя мне всего то она мне этого для тебя. уже никогда не простит!
Я понимаю, что в обычном бою против тебя у меня шансов нет. Поэтому я предлагаю... дуэль. Напоследок скажу. Я уже ни о чем не жалею. Айронхайд, напоследок спрошу, с чего ты взял, что такой, как ты, имеет право на честный бой? Пусть собьется крик, не смотри, смотри, открыл врата. Первый год пошла игра, наша жизнь война. Ты ее... Я отклоняю твое предложение, но принимаю твой вызов. Луна из огня, судьба для меня. Забудь навсегда или вечно помни. Стена из огня, судьба для меня. Другого я от тебя и не ждал. И снова чертов дождь. Ну, зато он хоть как-то разбавляет эту нагнетающую обстановку. Разве нет? Но небо так и залито алой кровью. Ведь Оптимус Прайм еще не закончил. Мегатрон, на закате этого дня одному будет суждено остаться, другому будет суждено пасть. Скажешь, чего еще напоследок? Я устал жалеть тебя. Ух ты! В этот раз решил драться, не используя свои чертовы поддельные клинки? В одном ты все-таки прав. Один останется, другой падет. Неужто ты думал, что я не замечу твой внезапный ремонт? Говоря на чистоту, пока всем остальным приносила радость чужое счастье,
Я всегда испытывал радость от чужого горя. Любая боль ближнего, будь то физическая или моральная, всегда приносила мне неимоверное удовольствие. И ты не исключение. Просто ты единственный, кому я давал выбор. Измениться или остаться прежним. Исправлять былые ошибки или совершать новые. Не я заставил Айронхайда предать тебя, ведь ты сам довел его до этого. Но я вернул тебе Элиту, и ты решил снова ее убить. И если так подумать, то именно я послужил причиной, почему ты зовешься Праймом. А что, разве ты бы тогда пошел в совет, если бы не хотел оправдать меня перед всеми? Заметил ли бы тебя кто-то, если бы не я? Получил бы ты свое имя, Оптимус. Так с какой же это стати я здесь плохой? В том-то и дело, что это случилось из-за тебя! У меня не остается другого выбора. Если я собираюсь одолеть его, то должен использовать проецирование. Хоть энергона во мне и слишком мало, но... Черт. Ведь если я использую проекцию, то тогда я... Да плевать, пускай я сдохну от потери энергона, но с этой последней проекцией я умру, зная о том, что я убил тебя! Хвала Праймусу. Мое заветное желание наконец-то исполнилось. Неловко вышло, правда? Знаешь, а мне теперь и умирать не жалко. Ведь я знаю, что цель, к которой я шел столько лет, я знаю, что наконец достиг ее. Ты наконец усвоил урок. Когда понимаешь, что у тебя самого не осталось надежды, помни, что у тебя всегда есть возможность подарить ее другим. Так сделай же это. Подари им надежду. Ради всех нас. Что за... Это
Зеркало души Оллспарка. Единый рай. Но что я здесь? 「 С возвращением, Оптимус. Я ждала тебя. Элита, можно мне остаться здесь с тобой? Ты не можешь остаться здесь, Орион Пакс. Хотя, чего это я? В тебе же не осталось и следа того, кем ты был. Оптимус Прайм. Праймус? Элита. Она так молила взять ее сюда, лишь бы увидеть тебя. Как же я мог отказать столь преданному дитя? А тебя я впустил сюда не для того, чтобы оставить здесь навеки. Вначале я хочу поблагодарить тебя, последний Прайм. Частицы моей искры, крупицы моей души покоились на этой планете долгие века, так что я своего рода причастен к ее судьбе. К судьбе мира, которому ты посвятил себя, даже не ведая всей правды. Ты защищал его, ибо верил, что это правильно. Не так ли, Прайм? Я все сделал правильно. Раз уж ты оказался здесь, это уже своего рода ответ. Но у меня осталось для тебя дело. Последний дар, доверить который я могу лишь тебе, Оптимус Прайм. Мне необходимо, чтобы ты слился с моей искрой и с этой силой дал обет защищать Вселенную от великого зла. Я знаю, сколь тернист был твой путь, и вижу, как силы твои иссякают. А потому прими ее, слейся с искрой и дай нам стать единым целым. И ты что, думаешь, что я соглашусь? Я в своей жизни многого натерпелся, и брать на свои плечи еще Оптимус, одну ношу! пожалуйста, послушай, ты должен согласиться на это. Только если ты и Праймус объединитесь, только так мы с тобой сможем всегда быть вместе. Освети же наш самый темный час. Оптимус Праймус. Оптимус Прайм? Нет, это Оптимус Праймус. Выглядишь солидно, Оптимус. Мои автоботы. Арси? Рад, что ты снова в строю. Где Мираж?
мне жаль. В отличие от Мегатрона, у Оптимуса Прайма получилось слиться с Искрой Праймуса. Предсказуемый поворот событий. В таком случае и я меняю стратегию. Soundwave, переведи резервные отряды на Астротрейн. Астротрейн? Что ты собрался делать? Шоквейв? Приказ лорда Мегатрона-1. Не останавливать Немезиду. Собираешься идти против его воли? А ты забавный, друг мой. Вот только ты не понимаешь всех масштабов. С того самого момента, как Мегатрон расправился с сенатором Шоквейвом и создал меня, в моей жизни не осталось иного смысла, кроме как следовать воле моего лорда. И сейчас, когда Мегатрон погиб, его правая рука должна стать его мертвой рукой. Разве это не логично? Немезида. Трансформация. Автоботы, отступайте! Оптимус, ты не можешь. Хотя бы сейчас сделай то, что я говорю! О, Господи. Ты там надолго? Через пару минут власти эту местность с землей сравняют. Попроси их подождать еще немного, и я сам совсем разберусь. Ты думаешь, это так просто? После слияния с Искрой Праймуса мне открываются не только новые возможности, но и доступ к некоторым отрывкам памяти самого Праймуса, а вместе с ними знания об артефактах его эпохи. И именно с ними сейчас я смогу подарить людям этого мира ту самую обещанную победу. И все, что мне для этого нужно, перешагнуть за собственный предел. Ты поспеешь за мной? Поспеть за тобой? Да не смеши меня! Это ты не стой на месте! Попробуй догони! Трейс. Он. Триггер. Оф. Что Оптимус делает? Уилджек. Я, кажется... О, да. Он определенно зашел за грань. Зет, Стар Сейбер, Блейд Воркс.
наконец-то нашел. То единственное, что могу защитить только я. Ведь оно прямо здесь. Стоит ли иметь сердце? Иметь душу, если ты не чувствуешь ничего, кроме страдания? Какой смысл в эмоциях, если ты не познаешь ничего, кроме печали? И все же, радость не может существовать без грусти. Разве ее можно познать как-нибудь иначе? Но в то же время и счастье, и радость, и все остальное, всему этому однажды придет конец. И тогда твоей главной задачей будет отыскать их вновь обрести и счастье, и радость. И ты всегда сможешь найти их, пока рядом с тобой будут те, кто искренне, всем сердцем верит в тебя. Элита, теперь мы с тобой всегда будем вместе.